Завтра, 4 июля, в Днепре, день траура по погибшим, потому что сегодня прямо с утра россияне нанесли массированный ракетный удар по нашему украинскому городу Днепр. Как минимум 4 погибших, 34 раненых в больницах. Среди пострадавших 14-летняя девочка. Началось несколько пожаров, разрушения, на местах работают спасательные службы. Людей достают из-под завалов, обломки. Большинство ранений – это черепно-мозговые травмы, ушибы, переломы, осколочные ранения. Били сегодня россияне по Днепру крылатыми ракетами «Искандер-К», авиационными ракетами Х-59, били беспилотниками «Шахед». Большую часть удалось сбить, но не все. Сбиты все 4 Х-59 ракеты, сбиты все 5 «Шахедов», но из 3 крылатых ракет «Искандер-К» 2 достигли своей цели и убили украинцев. И в очередной раз, вот я вчера слушал интервью просто 2 случайно выбранных, по сути, людей. Я сейчас не против них говорю. Михаил Козырев, бывший директор «Наше радио», брал интервью у Виктора Шендеровича, писателя. Оба беженцы, оба там иностранные агенты, осужденные, все, что вы хотите. Но они всерьез, один задает вопрос, а другой всерьез начинает отвечать. Скажите, это война Путина или война все-таки российского народа? На 3-й год войны еще не поняли? Это все еще война Путина? То есть Путин 3 года посылает ракеты на Днепр, он какой-то супермен, да? Он собрал за это, вот эти все ракеты, которые сегодня упали на Днепр, они все собраны россиянами за эти 2 с лишним года, понимаете? Это не старые ракеты, нет. Они собраны уже во время войны. Каждый россиянин, который участвовал в производстве этих ракет, точно знал, он убивает украинцев. Каждый это знал. Не только тот, кто стрелял, не только военные. Это вам сразу так 1 миллион человек, да, даже больше, 1,5 миллиона. Это те, кто непосредственно убивает своими руками. Те, кто делает эти ракеты. Те, кто выплавляет металл для этих ракет, знают, что они выплавляют металл для убийства украинцев. Что этим металлом убьют сегодня украинцев. Они это знают. Те, кто производит сегодня бензин и керосин на нефтеперерабатывающих заводах в России, знают, что на этом керосине взлетят самолеты, которые будут убивать украинцев. Они знают, что они делают керосин для того, чтобы успешнее убивать украинцев. И это все еще война Путина. По-прежнему об этом можно всерьез, кто-то может говорить, имеет право, что это война одного человека. Я сейчас уже не говорю о том, что кто-то там не прав, что он молчит или не молчит. Я понимаю, что есть люди, которые сидят тихо, спокойно, получают пенсию, молчат. Вот правда, у меня нет вопросов к ним. Давайте разберемся только с теми, кто непосредственно принимает участие в этих убийствах. И выясним, что их десятки миллионов. Это десятки миллионов человек. Вот 1,5 миллиона военных с членами семей, это уже 6 миллионов. Потому что они же этот военный приходит домой, они же его кормят, они арестовывают, не душат, правильно? Задушили бы, сказали бы, да, мы тебя задушим, потому что ты убийца. Но нет, они его кормят дома супчиком, голубчиком. В столовой вот этих заводов тоже работают люди. Завод по производству металла, Новолипецкий металлургический комбинат. Тоже россияне. Кормят производителей стали, из которой будет убивать украинцев. Это десятки миллионов, ребята, непосредственных участников. Я говорю только про непосредственных. Не какая-то косвенная вина, ответственность, да, уже на вину и на ответственность. Вот те, кто это делает физически. Те, кто сегодня убил людей в Днепре. Их десятки миллионов. И все они россияне. Я сегодня прочитал, что жара, как выяснилось, плавит мозг и снижает умственную активность. Проведено исследование. А у нас мало того, что жара, мало того, что 32 градуса на улице, так еще и кондиционеры работают очень редко, когда дают электричество. Его дают все меньше, меньше и меньше. И вот психологи из Соединенных Штатов заявили, что пекло вызывает раздражительность, портит настроение, ухудшает когнитивные функции. Ну, вы, наверное, заметили, что мои выпуски все однозначнее и тупее. Когнитивные функции страдают, правильно? Что я раздражен на тех, кто посылает на нас ракеты. И у меня прям портит настроение, когда я узнаю, что в Днепре убили людей. Так вот, проведя достаточное время на жаре, некоторые становятся склонны к совершению преступления, утверждают американские ученые. А это значит, что мы с себя ответственность должны сложить, я считаю.
Мы можем стрелять теперь по любым городам российским, на нас ответственности не будет. Это потому что жарко. У нас склонность к совершению преступлений, потому что россияне уничтожили нашу энергетику, и у нас кондиционеры не работают. Мы теперь не виноваты, это россияне. Ну вот, например, сегодня после ракетной атаки по Белгородской области в Белгороде на станции техобслуживания на улице Карачанская пожар. Местные паблики пишут о прилете, осколки ракеты после работы ПВО или прямое попадание неизвестно, официальной информации нет, пострадавших 3 человека, пожарное сельхозпредприятие. Ребят, мы не отвечаем, у нас размягчение мозга от жары, простите, пожалуйста. Если сегодня ударом по Новороссийску мы немножко перебили там какое-то количество людей, то извините, мы тут ни при чем, это жара. Все списывайте на жару, ребят. Теперь не надо требовать от Украины соблюдения каких-то правил. У нас жара, у нас американские ученые выдали нам, считайте, индульгенцию. Кстати, жара не повод не подписаться на канал Шительман. Жара повод подписаться на канал Шительман. Потому что здесь, на этом канале, настоящая жара. Прямо сейчас подпишитесь. Я вам очень благодарен снова. Я снова скажу. Сейчас шительманометр заработает. Знаете, шительманометру тоже тяжело. Посмотрите, он не выдерживает. Видите? Он показывает какую-то запятую вместо числа подписчиков. Вот мне приходится периодически его перегружать, шительманометр. Сейчас я перегружу, покажу вам, что вы вчера сделали. Спасибо вам большое. Вчера на канал действительно подписались еще около 1000 человек. И нас стало 454 тысячи подписчиков. Подписывайтесь на канал Шительман, короче. Тут настоящая жара. И ставьте, конечно же, лайки. Лайки, лайки, лайки. Вот Ольга, одна из 454 тысяч подписчиц, пишет. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ольга из города Ривны. Сейчас у меня шительманометр завис, надо его еще раз перегрузить. Тоже россияне, кстати, повредили. Но кто виноват? Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ольга из города Ривна, Западная Украина. Сразу прошу прощения за ошибки в словах. Очень плохо знаю русский, да и в телефоне нет этого языка. Ну, правильно, откуда, Ольга? Почему? У вас не обязан быть русский язык. Это логично. И вообще спасибо, что пишете мне на иностранном. Давно вас смотрю каждый вечер. Вы мой антидепрессант. Вы много затрагиваете тем, это ценно и важно. Но очень прошу вас затронуть еще одну тему, которая многим украинцам просто выедает душу и приносит неимоверное страдание и боль. Одним словом, тема неизвестность. Объясню. Все мы сейчас живем в некой неизвестности. Когда закончится война, выживем ли мы, что нас ждет завтра, будет ли свет, и какой будет для нас зима, все ли мужчины вернутся с войны, и кто именно, и так далее. Это правда, что живем ровно в такой неизвестности. Но есть люди, пишет Ольга, боль которых неимоверна, очень мучительна. Это боль матери, единственный сын, который пропал без вести или попал в плен. Или боль любящей жены, дети, которые постоянно спрашивают о папе, она не знает, что сказать. Михаил, я 2 года наблюдаю за своей родной сестрой, муж, который вот уже 2 года в плену. А его мать отчаянно не понимает, почему его не обменивают и жив ли он вообще. Сколько кругов ада проходят эти люди, которые ищут своих родных в бесконечных лентах, в телеграммных каналах, живыми или мертвыми. Я даже не буду рассказывать. Простите, Михаил, что пишу вам. Я понимаю, что вы не психолог и не служба поддержки. Но вам зачастую удается подобрать нужные слова, чтобы всех нас поддержать в трудное для украинцев время. Может, в этом случае удастся подобрать нужные слова, покуда мой запас поддержки сестрички просто исчерпывается. Ольга. Нет, не удастся. Потому что это настоящая трагедия. Вот знаете, есть разница в тех вещах, о которых вы пишете. У вашей сестрички настоящая трагедия, ее муж в плену. Это беда настоящая, реальная. И она ведет реальную, настоящую человеческую борьбу за то, чтобы его вернуть. И тут никакая психология не поможет и не нужна. Тут нужны настоящие усилия. Я уверен, что усилия предпринимает и ваша сестра, и вы, и все ваши родственники, и украинское государство, и Красный Крест, и ООН, и кто еще там бывает. Все предпринимают усилия. Здесь психологии не поможешь. А вот первые ваши слова, поэтому просто передайте мои слова, не знаю, сочувствия и поддержки вашей сестре. А вот первые ваши слова о том, что у нас теперь неизвестность о том, когда закончится война, выживем ли, что нас ждет завтра, будет ли свет, какой будет для нас зима. А вот здесь психология поможет. Мы живем 3-й год на войне. Ольга, пора привыкнуть. Это и есть наша жизнь. Ну как-то везде жизнь. Ну посмотрите, везде жизнь. Да, на войне тоже жизнь. Поспрашивайте ребят на фронте, они вам скажут, мы привыкли, мы здесь живем, как-то обустроились. Это люди, которые каждый день рискуют жизнью, каждый день.
Мы рискуем в 100 раз меньше, находясь в городе. Хотя вот в Днепре тоже люди не сильно рисковали, но на них упало. Просто с неба прилетели россияне и убили их. Поэтому, да, нужно просто решить, что да, это наша жизнь. И мы готовы жить сколько угодно так, лишь бы победить в этой войне. Вот сколько понадобится, столько и будем так жить. Сколько надо, столько и будем без света. Сколько надо, столько и будем ждать конца войны. Как вы заметили, Ольга, я больше не делаю никаких прогнозов об окончании войны. Я говорю столько, сколько нужно. Все очень просто. Столько, сколько нужно. Но зато, Ольга, я могу вам другие хорошие новости рассказывать. Так что продолжайте смотреть канал Штельман, ставьте лайк. Ну вот, например, значит, Франция. Тут все запели и поспешили хоронить Макрона как политика. Все, Макрон скоро в отставку, потому что его партия проиграла, все. И один Штельман сказал, стоп, паника, сказал я еще в понедельник. Подождите, это был первый тур, второй тур у нас 7 числа, и все еще может быть по-разному. И вот первая часть этого по-разному, она уже происходит на наших глазах. Что происходит сейчас? Значит, а то я видел уже некоторые эти самые, как это называется, видосы некоторых. Это я все посматриваю краем глаза на шательманометр, он наконец-то завелся. С толкача практически пришлось его заводить, видите, вот, 454 подписчиков, 454 тысячи. Вливайтесь в 455-ю юбилейную тысячу. И я тогда сказал, что рано хоронить Макрона, подождите. А некоторые политологи, они написали, даже издали видео под названием «Страшная ошибка Макрона». Ну, то, что он объявил досрочные выборы. И все уже кричат, все, надо всем бежать из Франции, потому что там побеждают ультраправые, все это кончится очень плохо, ай-яй-яй. Говорю, подождите, надо побороться. Я не политолог, я прогнозов не делаю. Прогнозы делают политологи, они пытаются угадать. Я политтехнолог, я пытаюсь повлиять. Чувствуете разницу? Это знаете, да? Я вам рассказывал, когда вел стрим из футбола, что Паоло Росси, такой известный итальянский футболист, отсидел 2 года за то, что делал ставки на тотализаторе. Футболистам нельзя делать ставки на тотализаторе, потому что они могут повлиять на результат матча. Политтехнологи не делают политических прогнозов на выборы, потому что мы можем повлиять на их результаты. И вот мое понедельничное выступление было услышано нужными товарищами. И вот что происходит сегодня во Франции. Там объединяются левые центристы, чтобы остановить сторонников Мари Ле Пен. Новый Народный фронт, альянс левых и ультралевых движений, предписал своим кандидатам, занявшим 3-е место, сняться с выборов и поддержать список «Вместе», в который вошли сторонники президента Макрона. Также поступили и многие кандидаты от «Вместе». Однако здесь такого единства не наблюдается. Итак, что произошло на самом деле? Коротенько перескажу. У них выборы в парламент проходят не в 1 тур, а в 2. Потому что одномандатные округа, соответственно, обычно как? У нас что ж так было, да? Первые 2 места, потом выходят во 2-й тур, и кто больше из них наберет. Но во Франции выходят иногда первые 2, иногда первые 3 места. Смотря, если они набрали какой-то минимум, то тогда 3 первых кандидата выходят во 2-й тур. И вот как выглядят сегодняшние расклады, примерно. Ну, вот известно, что в целом по стране сторонники Мари Ле Пен, это такая правая партия, которой нам была бы не очень приятна ее победа здесь, в Украине. Значит, потому что так, они когда-то у Путина кредит даже брали на выборы. Они набрали там 32%. Типа. Но это всегда была партия первого тура. В первом туре набираем много, а во втором новых сторонников не находим. Почему? В первом туре те, кто протестуют против существующей власти, голосуют за Ле Пен, и она набирает 30%. Тут все французы пугаются, говорят, что у нас фашисты будут у власти. Пугаются и голосуют за всех остальных во втором туре, то есть против Ле Пен. Но для этого нужен единый кандидат. Поэтому, например, у них бывало как, я помню. Мари Ле Пен в первом туре выигрывает президентские выборы, набирая 30%, а во втором те, кто набрал 20, 15, 10 и 10, объединяются вокруг одного кандидата и обыгрывают Мари Ле Пен. И вот сейчас мне, как политтехнологу, приятно будет это увидеть, если это произойдет такое же, только на парламентском уровне. Обещать не обещаю, но борьба будет жаркой. 2-й тур воскресенья. Жаркой не в смысле 32 градуса, у них-то кондиционеры работают, их пока россияне не бомбят. Но придет к власти Ле Пен, может и начнут бомбить россияне Париж, почему же нет-то? Это Макрон. Пришлет сюда войска, Макрон понимает, что отбивать атаку россиян надо не на подступах к Парижу, не в Верденском лесу, а вот тут, на Донбассе, да, надо отбивать атаку россиян, чтобы россияне не дошли до Верденского леса. В общем, после объединения вот этих партий, фактически они объединили усилия, да, то есть они решили так, там, где вышло 3 кандидата, например, вот кандидат от Ле Пен набрал 30%,
кандидат от Макрона 20, от ультралевых набрал 10. Если они пойдут все трое во второй тур, то, может, Мари Ле Пен выиграет. А так-то один снимается, его голоса отходят сюда, и он уже обыгрывает кандидата от Ле Пен. В общем, в воскресенье будет интересно наблюдать за выборами во Франции. Мне кажется, у нас хорошие шансы. Мы – это в смысле сторонники здорового, нормального мира, да, а не фашизма, пусть даже французского. А то уже, знаете, главный раввин Парижской синагоги сказал, что евреям пора валить. Подождите, евреи, второго тура. Давайте в понедельник обсудим, пора вам валить из Франции. Или же все-таки мы еще поборемся. Мне кажется, что Макрон все-таки, знаете, таких политологов, которые говорят, что он ошибся, он их ест на завтрак. Да, Макрон самый опытный политик Франции, Макрон человек, дважды избиравший, самый юный президент, который когда-либо избирался во Франции. Он свое дело знает. Он знал, на что шел, знал, что делал. У него прям вообще не дураки рядом сидят. Очень переживаю за Макрона, за его партию, за то, чтобы новую власть возглавил не ставленник вот этой Мари Ле Пен, которого зовут Борделло к тому же. Борделло. Ну, прикиньте, да, вот представьте, премьер-министр Франции будет Борделло. Мне вообще не понравится. Я за порядок, я против Борделло. И уже Борделло, кстати, возмутился. Борделло, которого, собственно, Мари Ле Пен выдвинула в качестве кандидата в премьер-министра, сказал, что еще недавно эти партии, то бишь Макрон и ультралевые, были готовы перегрызть друг другу глотку, а теперь они объединяются, это же альянс бесчестия. Ай-яй-яй, объединяться против фашизма – это альянс бесчестия? Да мы как бы давно объединились все против фашизма. Ну ладно. Будем иметь, конечно, дело с теми, кто победит, как говорится, во Франции, но я лично за Макрона двумя руками за. А вот про поводу Байдена мне написали возмущенное письмо. Да. Так. Значит, was very upset about your comments about US President Joe Biden concerning debates with Donald Trump. Было очень грустно наблюдать ваши комментарии по поводу президента Байдена, по поводу его дебатов с Трампом, пишут мне из Америки. We value information we get from you about Ukraine because we both are from, не буду говорить откуда люди, and we care about Ukraine situation. Мы доверяем вашему анализу относительно Украины, информации относительно Украины, мы заботимся, переживаем за Украину, доверяем вашим данным. I think your comments about open mouth, etc. would have been appropriate in peacetime, but in wartime, talking about your partner in diminishing manner is not acceptable. With all respect. Значит, я специально не говорю ни имени человека, ни каких-то подробностей не привожу, потому что это не личное, да, я просто хочу дать комментарии по поводу своих комментариев, ответить на это письмо. То есть меня упрекают в том, что во время войны я, грубо говоря, наехал на нашего партнера Байдена, комментируя его выступления, комментируя его дебаты, его неудачное, на мой взгляд, участие в дебатах. Вот что я вам скажу. Наш партнер не Байден. Наш партнер Соединенные Штаты Америки. И мое выступление по поводу дебатов и по поводу состояния Байдена на этих дебатах не было направлено против Байдена. Оно было направлено в защиту Америки. Я же специально назвал даже это видео, если вы видели видео, я назвал «Шейтельман, храни Америку», «Благослови Америку». Ну, это была шутка, естественно, понятно, что это God bless America, да? Имеется в виду, что в Америке в тяжелом состоянии, если на дебатах происходят такие события. Это Америка наш партнер, Америка наш друг, кто бы ни был ее президентом. У меня нет симпатий к одному или другому кандидату. Я никого, не дай бог, не призываю за кого-то здесь голосовать. Это вам не Франция. Я никого ни к чему не призываю. Но я переживаю за Америку. Вы поймите меня, уважаемый зритель. Я делал это для того, чтобы помочь Америке. Ну как, чем могу, естественно, да? Чтобы защитить американские ценности, а не чтобы обидеть Байдена, естественно. Ничего личного здесь точно нет. Поэтому что в мирное время, что в военное, мне кажется, важно говорить правду. В том смысле, я что вижу, о том пою. Я увидела, что вот такая беда происходит с Байденом на дебатах, и я честно об этом сказал. Я не стал говорить, что у Байдена все хорошо, иначе бы мне не поверили. Вот вы же верите моей информации про Украину? Почему? Потому что я говорю как есть. Что вижу, то и говорю. Что вижу на улице, что вижу в собственном небе, то и описываю. Поэтому продолжайте смотреть канал Штельман, ставьте лайки, конечно же. Блинкен, кстати, вот тоже встал на защиту Трампа. Блинкен сказал, госсекретарь, что Трамп, простите, это все. Как видите, мне действительно все равно, Байден или Трамп. На самом деле Блинкен встал на защиту, конечно же, Байдена. Он сказал, что Байден восстановил доверие мира к лидерству США. Байден
Они видят, что президент Байден является лидером во всех различных сферах. Он объединяет людей, сосредотачивает их внимание на вызовах, которые стоят перед ними, которые являются общими для многих других стран, сказал Блинкен. Видят, что Байден сделал с момента вступления в должность не за одну ночь, и они ценят эту политику. Они увидели президента, который снова инвестировал в Америку, снова инвестировал Америку в мир и снова инвестировал в альянсы и партнерство так, как они того хотят. То есть, что Байден снова вернул Америку миру, говорит Блинкен. И вы знаете, я согласен с Блинкеном тоже на 1000%. Конечно. Так ведь я цитировал Нью-Йорк Таймс, которая писала следующее. Господин Джо Байден, мистер президент Байден, вы были отличным президентом. Вы отличный президент. Просто после этих дебатов пора идти домой и отдыхать. Так пишет Нью-Йорк Таймс. Это не мое мнение, это Нью-Йорк Таймс. Поэтому Блинкен прав, что Байден все это действительно сделал. И я готов аплодировать Байдену стоя за все, что он сделал. Все так. Мы же обсуждаем всего одно. Готов ли Байден еще 4 года успешно делать это? Мало того, не это, а дальше и больше. То есть уже переходить непосредственно к уничтожению Российской Федерации, путинского режима и так далее. Чтобы еще больше укрепить НАТО, взять Украину в НАТО и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут возникают вопросы после дебатов по этому поводу. Но демократы, похоже, решили, что нет, ничто их не остановит. Это их выбор, опять-таки, их право, вообще это право американского народа. Мы здесь сидим в стороночке и тихонечко комментируем то, что происходит. Мы в Украине, как это, профиль на мух. Ну, в смысле, мы не выделываемся, из окопа не вылезаем, головы не кажем. Да? Просто констатирую факт, что, похоже, решили демократы выдвинуть Байдена кандидатом в президент уже 21 июля, то есть через 3 недели, даже меньше, не дожидаясь перитонитов, не дожидаясь вот этого большого американского конгресса, который в августе только должен был состояться. Я говорил, что только в августе, в Чикаго, 19 августа съезд, и что, дескать, 19 августа, до 19 августа у Байдена есть время подумать. Нет, они решили ускориться и сделать это 21 июля на каком-то там другом мероприятии, заседании комитета партии, для того, чтобы потом уже как бы снять вопрос, чтобы уже больше вот это все. Потому что реально, если до конца августа тянуть вопрос непонятно, кто будет выдвигаться от демократов, это расшатывает рейтинг, я согласен. То есть как политтехнолог, я с ребятами от демократов согласен. Если вы уже решили, что пойдет Байден, то закрепите это как можно скорее. Об этом пишет нам Bloomberg. А вот о чем Bloomberg не пишет. О том, что вчера 1180 россиян сгинули на полях сражений. Ну, это хорошо, потому что, я же говорю, десятки миллионов россиян принимают участие в убийстве украинцев, но вот на 1180 будет меньше. 16 танков, 17 БТРов, 57 артиллерийских орудий. Продолжаем мы крошить российскую артиллерию. Это была сводка генерального штаба. Еще мы атаковали Новороссийск беспилотными катерами сегодня ночью, в 3 часа ночи. О результатах мы не знаем. Мы не знаем. Об этом сообщил мэр Новороссийска, что вблизи набережной там все перекрыли, тревога, взрывы, стрельба. Они выложили кадры, как они стреляют по этим самым нашим беспилотным катерам. Но, как правило, атаки беспилотными катерами подобного рода заканчивались успешно. У нас сидят ребята, которые тоже свое дело знают, каждый раз применяют какие-то новые модели этих самых беспилотных катеров, какие-то новые приемчики работы этих беспилотных катеров. Ну, я уж раскрывать их не буду. Знаю, конечно. И надеюсь, что и в этот раз мы просто чуть позже, сегодня или, возможно, завтра узнаем о том, что же мы там разбомбили. Как правило, спутниковые снимки приходят на следующий день. Завтра увидим утопленников, ну, я имею в виду корабли российские в Новороссийске, или какие-нибудь нефтяные терминалы. Хотя нет, раз это были морские дроны, значит, стреляли мы по кораблям. Ну, приятно. Летчики наши позавчера, как выяснилось, когда мы наносили удар по Крыму, про сам удар мы сообщали, я, то бишь, сообщал, Михаил Штельман на канале Штельман сообщал про этот удар. Но что выяснилось? Что ударили мы по складу шахедов, по складу беспилотников шахед. Нанесен был этот удар. И когда это произошло, да, ракетный удар по объекту Черноморского флота в районе мыса Фиолент, Севастополь. Удар нанесен с применением крылатых ракет неустановленного типа, сообщают сами россияне. Цель удара – склад с беспилотниками «Шахед-136», ориентировочное количество уничтоженного имущества – 90 единиц. То есть 90 шахедов до нас не долетят. Они взорвались там, у них в Крыму, на мысу Виолент. Вернее, у нас в Крыму, но у них на базе, прямо на базе.
Многие опять-таки запугивали нас тем, что все, Северная Корея присылает войска, и нам наступает это самое Гаплык со смаком, но нет, не наступает. Пентагон не видит, чтобы Северная Корея отправляла своих военных в Украину. Об этом официально заявили в Министерстве обороны США, заявила Сабрина Сингх на пресс-брифинге пентагоновском. Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддержит усилия России в Украине, предоставляя различную военную поддержку, но мы не имеем никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию. И вот хочу заметить следующее, что полгода назад, сначала, кто это сообщил, не вспомню, от кого исходили эти сведения, Блумберг или кто-то, ну кто-то из очень серьезных ребят, сообщил, что Китай поставил вооружение. Ну что я говорю, конечно. Об этом сообщил министр обороны Великобритании. Сообщил, что Китай поставил боеприпасы или вооружение россиянам. Но и все таки уже запаниковали, и все начали спрашивать, все, нам конец, не конец. А потом, через пару недель, вышел пресс-брифинг Пентагона, где было сообщено, что нет, мы проверили, наша разведка доложила точно, Китай ничего напрямую россиянам не поставляет, никаких боеприпасов. Что, как видите, и так и наблюдается. Северокорейские ракеты прилетают по Харькову, снаряды прилетают по окопам, где сидят наши ребята, а вот китайское ничего к нам не прилетает до сих пор. Это факт. Поэтому, раз американцы говорят, что Северная Корея не отправила войска на оккупированные украинские территории, значит, она не отправила войска на оккупированные украинские территории. Еще по вооружениям. Украину на саммите НАТО ждут хорошие новости по ПВО. Об этом сообщили в Госдепе нам. Значит, мы надеемся, что можем успеть до саммита и сделать некоторые новые объявления по противовоздушной обороне, сообщил чиновник Госдепа. Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные системы Patriot и подобные им системы, и я думаю, что у нас будут дополнительные хорошие новости для них на этом фронте прямо во время саммита НАТО, который начнется уже буквально через неделю. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Да? Лучше пускай поставят, чем не поставят. Лучше через неделю, чем никогда. Но вот вам новость, которая ровно наоборот. Которая непонятно, с какого черта поздно. Госдеп, опять-таки уже Госдеп, тот был анонимный чиновник из Госдепа, а вот вам конкретно помощник госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен. Что он говорит? Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволит вести огонь на большее расстояние. Сейчас, по словам О'Брайена, Россия теряет способность наступать из-за уничтожения Украины российских мощностей вблизи границ. Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь. То есть О'Брайен, чиновник Госдепа США, официально подтверждает, что остановить наступление на Харьков удалось только благодаря тому, что мы имеем право теперь бить по Белгородской области и уничтожать там склады, уничтожать там артиллерию, уничтожать там ракеты С-300, стартовые комплексы. Поэтому мы смогли остановить наступление на Харьков. И вот этот же в этот момент О'Брайен, ну логично сказать как? Ну, раз так получилось хорошо, все, давайте мы теперь разрешим бить на 300 километров вглубь России, или на 500, или на 2000, или на 8000, какая разница, да? Потому что тогда просто Россия вообще не сможет атаковать, наступать, и вообще война перенесется на территорию России, и гибнуть будут мирные жители России, которая развязала войну, а не мирные жители Украины в таких ситуациях, как сегодня с Днепром. Ну, логично, логичное продолжение. Нет, говорит О'Брайен, вот если россияне решат расширить нынешний фронт, то тогда мы разрешим бить глубже. То есть они будут расширяться в ширину, а мы в глубину. Где логика? Он что имеет в виду? Если россияне пойдут на Сумы, то мы разрешим бить не на 100 километров, а на 200. Пойдут на Чернигов из Беларуси, мы разрешим бить не на 200, а на 300. А сейчас никак нельзя. Но это же спасет наши жизни, просто украинцев спасет. А россиян погубит. Если вы это можете, вы же сами говорите, Госдеп, что вы собираетесь это сделать, если россияне. А нельзя без если россияне просто прямо сейчас разрешить. Прямо сейчас позвонить и сказать, да, конечно, стреляйте, не вопрос. Байден же сказал, только не по Москве и не по Кремлю. Мы специально на карте дырочку сделаем, сюда нельзя, а везде все остальное можно. Вот логика непонятно, правда? Почему? От того, что они будут наступать шире, нам можно будет бить глубже. При этом, кстати,
в США выросла доля тех, кто поддерживает большую военную помощь Украине. Эта новость, она хороша для нас особо накануне выборов в США, потому что нам вдруг становится как бы, чем больше американцев поддерживают, граждан Америки поддерживают увеличение военной помощи Украине, тем труднее любому будущему американскому президенту будет вести какую-то другую политику, кроме роста этой самой помощи. Вот смотрите, значит, почти четверть жителей США, 24%, считают, что США оказывают недостаточно помощи Украине. А в ноябре так считали 18%, а сейчас 24%. Так что, мне кажется, вся вот эта шумиха, вся эта кампания вокруг Сената, Конгресса, вокруг того, что Майк Джонсон, кстати, где он, мы про него совсем забыли, да, что Майк Джонсон там отказывался поставить на голосование, эта шумиха сработала. Это стало в мозге жителей Америки важным фактором, сработало. Теперь они говорят, дайте больше помощи Украине. Наши голоса были услышаны, многочисленные. Мы говорили, наши лидеры говорили, американские многие сенаторы, конгрессмены говорили, Байден говорил, Блинкен говорил. И все это было услышано гражданами США. Не только конгрессменами, которые в результате проголосовали за помощь нам, но это было услышано гражданами. При этом 25% считают, что предоставляют достаточный объем помощи. То есть, заметьте, 24, что мало, надо больше, 25, что достаточно, 31, что слишком много. Таким образом, если мы считаем, значит, что 49 говорят, либо надо столько же, либо больше, 31, что надо меньше, то мы как бы в плюсе. Понимаете, в целом. Ну хорошо, приходит Трамп к власти, смотрит на опрос, хочет снизить. Он говорит, ага, за снизить только 31%. А за то, чтобы оставить или повысить, 51, 49. Ну, понятно, что он оставит или повысит, он же сам себе не враг своему рейтингу. Если так все будет оставаться, или же сохранится вот эта вот тенденция под названием, как видите, растет число тех, кто считает, что надо увеличивать. Теперь по Европе. Там тоже, в общем, есть хорошие новости, как мне кажется, для нас. Большинство европейцев за большую военную помощь Украине. В большинстве стран более 50% считают, что поддержат увеличение поставки Украине оружия и боеприпасов. Вот такой опрос был сейчас, кто его проводил-то? Европейский совет по международным отношениям проводил этот опрос в 15 странах. И вот цифры. Значит, например, сейчас скажу. Is it a good idea to increase ammunition and weapons supplies to Ukraine from its allies? Allies. Не знаю, как правильно произнести. Поэтому до сих пор не снял английский ролик. Итак, хороша ли идея увеличить количество поставок оружия и боеприпасов Украине от ее союзников? Хорошая идея, отвечают 74% эстонцев, например. А плохой идеей это считают 12% эстонцев, а 74% хорошей. 66% шведов считают это хорошей идеей. И тоже порядка 12% плохой. Поляков 66%, Великобритания 59%, Нидерланды 58%, Португалия 57% считают, что это правильная идея. 45% испанцев, 44% немцев, 43% французов, 43% чехов. Тут что важно, что во всех перечисленных странах сторонников того, чтобы увеличить поставки, не просто сохранить, а именно увеличить больше, чем противников. Соотношение там, например, я сказал, да, в Швеции 66/12, в Великобритании 59/18 в пользу того, чтобы увеличить. Во Франции 43/35, чтобы увеличить. В Германии 44 примерно 39, чтобы увеличить. Большинство, чтобы увеличить. А следовательно, правительства этих стран тоже вынуждены действовать так же. Есть всего 3 страны в Европе, которые против того, чтобы увеличивать, где население против. В Италии 26% за то, чтобы увеличить, а 52%, чтобы нет. В Греции и Болгарии, по понятным известным нам историческим причинам, тоже против того, чтобы увеличить. А вот по поводу послать войска в Украину, больше всего сторонников, кстати, по-прежнему. Я первые опросы на эту тему видел уже 2 года назад, в 2022 году. И вот по-прежнему Швеция остается страной, где больше всего людей считают, что надо послать войска в Украину. В Швеции так считает на настоящий момент, примерно, тут графики такие примерные, 25% шведов считают, что надо послать войска в Украину. Больше 20% эстонцев, 20% поляков считают так,
что надо послать войска в Украину. Но в любом случае во всех странах большинство против. Но все-таки 25% шведов это немало, которые считают, что надо послать войска в Украину. Еще 25 воздержались, 50 против. И еще есть, по-моему, из того же опроса. Хотя нет, это какой-то опрос Pew Research Center, не знаю, тот же это или другой. Упало доверие к Зеленскому в ряде стран Европы и в США. Что я тут вижу? Сейчас скажу. 40%. Вот. В среднем по 35 странам, членам НАТО, в основном это члены НАТО и немножко там несколько просто наших союзников. 40% считают, что Зеленский делает правильный выбор в отношении мировой политики, 46% считают, что нет, неправильный. То есть почти пополам, чуть-чуть с преобладанием, некоторым небольшим преобладанием скептиков. И доверие к Зеленскому падает, например, в Польше упало на 22 пункта с прошлого года, на 7% в Нидерландах, Германии, Испании, Франции, на 6% в Швеции. Ну, тут все логично. В Польше, потому что мы с ними поругались из-за зерна, как вы помните, тут что поделать. А в остальных странах, ну, это такое естественное падение, мне кажется, как у нас. Падает же со временем доверие. Устали люди от войны, европейцы устали. Вот доверие падает, никаких тут чудес не вижу. Все отражает и нашу ситуацию внутри украинского. Орбан к нам вчера приезжал, а я вам почти ничего про него не рассказал. А ведь он такое замечательное предложение привозил, он так старался, этот Орбан, вчера. Так старался, ну не для нас, конечно, и не для себя, конечно, что вы думаете, да? Как это, Господи, что там, смерти прошу у тебя, не откажи мне, Господи, ведь не для себя прошу. Так и здесь, Орбан просил территории оккупированных, но не для себя же просил, для Путина. Так прямо и сказал. Значит, что говорит? Я, говорит, в принципе, не против идей Зеленского, но я сказал господину президенту, это Орбан рассказывал потом, после разговора с Зеленским, что он предлагал Зеленскому. Я рассказал господину президенту Зеленскому, что его инициативы, то бишь мирный план по выводу российских войск, требует много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента Зеленского подумать о том, нельзя ли поступить немного иначе. Остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией. Ведь прекращение огня ускорило бы темп этих переговоров. Вот что-то мне кажется, что это странное предложение. А почему ускорило бы? В смысле, а куда бы стало россиянам торопиться? Вот мы прекратили огонь, как просит нас Орбан. И россияне почему должны торопиться вести разговоры о выводе войск или вообще о чем-нибудь? Вот в этот момент у них точно ничего не капает. Они спокойно тогда восстанавливают свой военпром, они спокойно добывают нефть и газ, продают, копят деньги, закупают танки, пушки, производят новые пушки, потому что мы им сейчас выбиваем стволы, как вы видите, артиллерийские. Они строят защитные сооружения на оккупированных территориях, и никто никуда не торопится. Поэтому, мне кажется, Орбан не прав. Прекращение огня, безусловно, замедлит переговоры, а не ускорит. Мне кажется, что путь мировой дипломатии, но он как бы побыстрее будет. Поэтому хитрый венгерский гуляш как бы не прокатил, по-моему. Его предложения не прошли. И вы знаете, действительно не прошли. Орбан сегодня признался, что Зеленский прямо ему отказал во всей этой ерунде. Хотя там вчера еще на пресс-конференции Орбан сказал, я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу, обязательно передам все европейцам. Вот. А Зеленский, комментируя всю эту историю на пресс-конференции, сказал следующее. Говорит, Венгрия же приняла участие в саммите мира, поддержала коммюнике. И это говорит о готовности Венгрии быть эффективной ради возвращения реальной долговременной безопасности. То бишь, как бы, тут уже Зеленский не говорил, ради возвращения украинских территорий. Потому что они же подписали бумагу саммита мира, а там написано, верните все территории сначала. Но я честно думаю, что Орбан играл этот спектакль для Путина, сам приехал со своими целями. Я имею в виду, какие цели? Вот эти венгерские школы, есть венгерские школы. Он рассказал, что открывается первая украинская школа в Венгрии. Молодец. Он покажет сейчас у себя внутри Венгрии, что он съездил в Киев и добился там прав венгерского меньшинства, все у него будет с этим хорошо, что он достойный лидер, возглавляющий Евросоюз Венгрии в настоящий момент, с этим тоже у него все будет хорошо. Он ехал как человек, который вступил на должность главы Евросоюза, ну не имеется в виду не Еврокомиссии, конечно, а Венгрия возглавляет ЕС с 1 июля на ближайшие полгода. И он должен был с первый визит совершить в Украину.
Это вполне себе в традиции. Он показал себя настоящим европейцем, Орбан. Поэтому я бы его не стал троллить. Да, он выдвинул пропутинское соглашение, пропутинское предложение. Но это из разряда поручик Ржевский, да, поручик, а как вы так лихо знакомитесь с женщинами и соблазнили такое количество? У вас есть какой-то секрет? Да, говорит, есть. А какой? А я, говорит, подхожу, говорю, мадам, а можно вам впердолить? Поручик, но ведь за это можно и по морде получить. Можно и получить, но можно и впердолить. Мне кажется, вот таким образом повел себя Орбан. Попытка не пытка называется. Попытка не пытка. Нас пугают тем, что он теперь будет посредником. Вот это я услышал. Не мог не мог прекратить свое ха-ха. Пошли уже всякие политологи. Это знаете, как политологи сказали, что Макрон проиграл уже все, ошибся, все проиграл. Так появились политологи, которые услышали, что все, Орбан будет посредником в переговорах о мире с россиянами. Ну, давайте, сейчас специально. Сегодня вообще здравый выпуск. Сегодня среда. Вот знаете, понедельник, день тяжелый, и мои выпуски успокоительные. А сегодняшний день выпуск здравого смысла. Вот я вам на пальцах здравого смысла показывал, почему во Франции есть шансы у Макрона, и как, и что ему нужно для этого сделать. А сейчас на пальцах покажу, почему нам не нужны посредники. Что такое посредник? Абрамович посредник, да? Типа мы звоним Абрамовичу, а Абрамович Путину. Да ладно, если надо, Путину сами позвоним, у нас не заржавеет, не вопрос. Только смысл такого разговора. Если мы все равно не поверим тому, что он скажет, так и разговор теряет смысл. Нам не нужны посредники, нам нужны гаранты. И Зеленский, ведь он же выступал, когда давал вот это интервью сыру Филадельфия, он сказал, что единственная возможная модель, сейчас я скажу, Украина может найти модель, в которой можно находить решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договорилась не с Россией, а с ООН и Турцией. А они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соглашение с Россией. Так это работало, два зеркальных соглашения. Также и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями России, пока у нас только такая модель. И вот тут я готов разъяснить. Тут дело не в поддержать, Зеленский в моей поддержке не нуждается. Мне кажется, я готов, и это важно, чтобы я разъяснил, что имеется в виду. Вот тут математика моя должна включиться. Значит, как мы зерновую угоду эту подписывали? Украина подписывает с Турцией договор, а Турция с Россией. О чем договор Украины с Турцией? О том, что наши корабли, суда точнее гражданские, возят зерно через Босфор, там в порт Одессы и так далее, и что их никто не будет трогать. А у Турции, да, при этом Украина обязуется не возить на них оружие, например. У Турции договор с Россией такой же, что вот суда такие будут ходить, есть обязательство, что не будет на них оружия, но зато их никто не будет трогать. А для чего нам Турция? А для того, что если Россия решит тронуть, то Турция имеет право бомбануть по российским кораблям. Если российский военный корабль, русский военный корабль решит задержать наше судно, то турки подплывают такие, вы кто? Вы русские? Русский военный корабль, иди на, не знаю, как по-турецки вот это слово. На в общем. А, ну да, знаю. Даже это знаю, видите. Русский военный корабль, иди на... Я же правильно выразился. И турки поэтому гаранты, потому что у них есть сила быть этими гарантами. Сила. У них есть военная сила, чтобы стать такими гарантами. Поэтому они и нужны, и полезны. А зачем нам Венгрия? Какая у Венгрии сила? У Венгрии нет силы, чтобы быть нам полезными. Понимаете? У Венгрии нет силы, чтобы быть нам полезными. И это проблема. Типа, и что нам с этим делать? Венгрия не сможет стать гарантом. Ну, предположим, мы подписали договор, что россияне будут сейчас в течение, не знаю, 3 лет будут выводить войска с оккупированных территорий постепенно. И Венгрия гарант этого договора. Россияне таки почесали репу и не стали ничего выводить. Что Венгрия, пришлет свои войска или икарусами будет вывозить, или забросает горошком глобус российские войска? Нет, гарантом такого соглашения может быть только страшная огромная военная сила, типа Америки. Или Китая. Когда президент Финляндии тут сказал, что, вот вчера, по-моему, сказал, что есть способ закончить бои в Украине одним звонком. Си Цзиньпинь мог бы, говорит, связаться с Москвой и уладить конфликт, считает президент Финляндии.
Александр Ступ. Сами россияне говорят, не, мы не зависим от Китая, вы что, вообще нет, мы партнеры. Какие они партнеры? Я вот задумался, я вчера сам сказал в одном из интервью, по-моему, Ирине Узловой, что нет, Китай не может быть гарантом, а я понял, что может, я ошибся. Я поразмыслил после этого, может, потому что китайцы держат Россию за нижнюю часть тела, ну, если она в России есть, потому что китайцы поставляют России все технологии, всю еду, всю там, ну, большую часть еды, станки, там, в общем, все. Все поставляют китайцы. Телефоны поставляют китайцы, все поставляют китайцы. Соответственно, китайцы могут ставить россиянам условия. Вот мы гаранты, если вы не выполняете, мы перестаем вам все это поставлять, перестаем покупать у вас газ и нефть. Все, и вы дохнете с голода. Китай способен задушить Россию голодом, холодом вообще и пустыми полками магазинов. Китайцы на это способны, они это могут. Поэтому Китай мог бы быть таким гарантом, США могли бы быть таким гарантом, Венгрия не может быть таким гарантом. Поэтому все эти разговоры с Орбаном, будьте спокойны, это в пользу бедных, это вообще нас никак не коснется и никуда у нас не придет. Но еще буквально надо в каком-то экспресс-режиме рассказать вам, что сегодня Путин должен встречаться с Эрдоганом в Астане. Завтра, возможно, будут какие-то результаты. А пока он встречался с президентом Азербайджана. В Астане проходит саммит ШОС, и Путин там встречался с президентом Азербайджана Алиевым. Президент Алиев сказал, что, да, и Путин сказал, что вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией на 13% в первом полугодии 2024 года. Я бы на месте Азербайджана был более осторожным, потому что если у вас растет товарооборот с Российской Федерацией, то мы уже идем к вам, скажет вам Госдеп США. Мы уже идем проверять, а не поставляете ли вы что-нибудь ненужное. Это очень опасно. Не нужно президенту Азербайджана так близко приближаться к прокаженному Путину. Мы поддержим Азербайджан, но не надо так близко ходить. Вот посмотрите, на саммит НАТО, который пройдет на следующей неделе, пригласили одновременно делегацию Азербайджана и Армении. Пригласили и армянскую, и азербайджанскую делегацию. Там будет 9-11 специальная встреча партнеров НАТО, то есть накануне как бы саммита. И там будет Армения, и Армения уже согласилась, Азербайджан пошел думать. Вот туда нужно, туда. А то президент Алиев на встрече с Путиным похвастался, что, дескать, в Азербайджане 150 тысяч человек учатся в русских школах, а еще 800 тысяч изучают русский язык как второй иностранный. Вот не надо. Азербайджан, только что вы восстановили свою территориальную целостность. Только что. Вам время забыть русский. Вообще. Уж точно из школы его убрать, из государства его убрать. Ну вы же только что восстановили территориальную целостность. Вы снова хотите иметь дело теперь с россиянами? Это какая-то очень опасная игра, мне кажется. Но я думаю, что президент Алиев без меня это все знает. И, конечно, он просто, как говорится, хитрый лис Кавказа переиграет этого Путина, я думаю, в легкую. Вот как Казахстан. Сегодня там же идет в Астане этот саммит. И президент Казахстана, вместо того, чтобы встречаться с Путиным, пошел встретился с товарищем Си, подписал 31 договор, меморандум о взаимопонимании там, и так далее, об увеличении перевозок, еще о чем-то, даже о том, что открылся в Астане филиал Пекинского университета на базе Международного университета Астаны. Вот это я понимаю, вот это называется сотрудничество. А остальное все, вам оно зачем? Вам оно куда? Вот как Кенни Уэст, который приезжал в Москву. Он же не знает русского языка, потому что в Азербайджане в русской школе не учился. Поэтому поет чисто на английском. И поэтому россияне, которые так радовались, что к ним прилетел сам великий Кенни Уэст, сам бывший муж Ким Кардашьян, вдруг, когда он уже уехал, сказали: упс, а кто к нам приезжал-то? А приезжал-то к нам, оказывается, человек. А о чем он поет? Помните, что нам до сен? О чем он пел, не знаем мы совсем. Высоцкий пел о нашей жизни скотской. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал Шатерман, ставьте лайк. Завтра увидимся.